Привет всем, дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики. Ну что, у нас 3 дня на маленькое путешествие и 3 города. 3 города Узбекистана мы хотим посетить вместе с Камилой. Хива, потом Бухара и Самарканд. Немножко такое ноябрьское утро, холодно. Буду показывать вам все, куда прилетим, что мы видели, что снимали, все покажу. Антизамерзайка брызгает, чтобы мы не замерзли в полете. Ekipaj buyrug'i bilan nimchani boshingizdan o'tkazib kiying. Kamarni o'rtadagi qisqichga mahkamlang. Samolyotdan chiqishda Ну что, мы садимся в Ургенче. И знаете, что поражает? Вот мы уже с Камилой сколько замечаем мастерство наших пилотов, именно компании Havo Yolları. Очень мягко взлетают и очень мягко приземляются. Есть просто сравнение, да, с другими странами, с пилотами других стран. Наши просто, вообще красавцы. Ну, вот сейчас уже минута, да, буквально 30 секунд осталось. Вот мы подлетаем, уже на территории аэропорта летим. Сейчас будем садиться. Да, потому что взлет и посадка это все-таки в руках пилота. Ну и как всегда, я думаю, мы мягко сядем. Как всегда. Мы сели. Приземлились. Ох, друзья, если вы когда-нибудь окажетесь в древней Хиве, то обязательно загляните в Ичан-Калу. Это не просто старый город, а настоящая историческая коробочка с сюрпризами. Представляете себе высокие минареты, крутящиеся легенды и толпы туристов, удивляющихся, как здесь вообще смогли уместить столько красоты на 1 квадратном километре. Слышите звуки? Да, здесь кузнец работает, вот тут. Да, это просто сказка какая-то. Минареты и их вечная стройка. Начнем с главной интриги Ичан-Калы – недостроенного минарета Кальта-Минара. Вот вам история. Говорят, правитель Хивы решил построить минарет, который был бы выше всех в мире, чтобы люди за сотни километров могли его видеть и говорить: «Ну ничего себе, какой крутой правитель у нас в Хиве». Архитектор, конечно, взялся за дело, но, как это часто бывает, не без подвоха. Поговаривают, что соседние правители, завидуя такому проекту, подослали к нему шпионов, чтобы те нашептали зловещий план. «Слушай, ты строй, но потом сваливай, а то правитель тебя казнит, чтобы никто больше такого чуда не построил». Архитектор подумал: а ну его, пусть сами достраивают, и сбежал. Ребят, приветствую. Ну что, мы в Ичан-Кале, в Хиве. И смотрите, какая здесь красота. Это просто сказка. Да-да, сбежал, оставив минарет таким, каким мы его видим сейчас. Широким, пузатым и недостроенным. Туристы в шутку называют его толстячком. Местные же уверяют, что если бы его достроили, он бы точно до Луны дотянулся. Вот такая вот Хива. Тут у нас свадьба. Да, прогулка. Ну, а мы идемте, давайте погуляем. Смотрите, какие папахи, шапки, да? Просто музей под открытым небом. Или вот, смотрите. Аксакалы пьют чай. Такая композиция. Самовар рядом. Охо-хо-хо-хо-хо. Что-то такое друг другу рассказали интересное.
Даже не верится, что это все сохранилось до наших времен. Такие сувенирные лавки тут. Халаты на любой вкус и цвет. Платки шелковые. Значки, тюбетейки. В общем, все, что душе угодно. ДП. Тюбетеечки. С дырочками, видите? Но они какие-то не настоящие, кажется, да. Сейчас покажу местную достопримечательность. Camel. Он же верблюд. Извините. Нос чешет, мам, он чешет нос. Чешет нос, да. Да, всем интересно, как верблюд чешет нос. Ух ты, сколько слюней у него, а. Вот такой красавец. Постриженный весь. Смотрите. Camel. Ну, привет. Смотрите, какой гордый, какой, ух ты, красавец. Да. Слушай, это классно, когда ты прям знаешь, что конкретно верблюда. Очень большой выбор шапок, как из каракуля. Возможно, что-то под писец сделано. Такая вот красота. Платков море. Да, музыка играет. Надеюсь, без авторских прав. YouTube не заблокирует меня случайно. Да. Там спокойно жарят шашлык. Кафешка. Да, я как этот. Что вижу, то и говорю. Да, очередной минарет. Их здесь очень много. И смотрите, вон там дальше еще один. В общем, здесь, если ходить, и 2 дней, кажется, не хватит. Хотя гид говорит, за 2 дня она успевает показать все. А здесь, чтобы все посмотреть, это, кажется, то ли 40 экскурсионных точек, про которые она может рассказать ту или иную историю, связанную с этим местом, данным местом, на которое она находится, например, с группой, да? Вот Камилочка. Камилочка, привет. Привет. Куда? Да, и прошел? Ага. Ага. Вот такие джигиты, видите, здесь с черными лицами. Смотрите, здесь очень много из верблюжьего меха, да, получается? Очень носков много, поясов, свитеров. Вот особенно вот здесь, смотрите, видите? Ох, я тень отбрасываю. Да. Да. Или вот и шарфы, и носки. Все из верблюжьей шерсти. Так.
город. Мы должны сейчас дойти до ресторанчика местной и национальной кухни, да? Ну, там уже, кстати, пообедали. Довольно-таки неплохо, вкусно. И Чанкала просто огромный. Мирза-Боши называется. Вот он. Да, прямо на территории. Здесь вкусный мампар, шурпа. Заходите к нему, и я выключаю съемочку. Да, покажу вам интерьер этого кафе, ресторанчика. Да, здесь национальная кухня очень интересная. Есть свои блюда, например, макароны зеленые. Да, это с укропом, соком укропа они сделаны. Вот, и довольно-таки неплохо. С мясом, с картошкой подается, все очень здорово. Также есть супы, шурпы, шурпа, шашлыки разные. В общем, пообедали на славу. Да, вот так вот выглядит. Необычные, да, макарошки? Да, чаек, самсушки. Да. Мирзабаши. Мирзабаши. Вот это мясо. Попробуйте обязательно. Он называется капширма. Блюдо. Капширма? Нет, по-другому, кажется. Там 4 буквы, кажется, было. Туфу или что-то такое. Кофта. Кофта. Во, кофта. На узбекском капширма. Ну, кофта, короче, по-русски. Да, это не по-русски, это по-турецки. Хорошо. Но звучит как кофта. Но там внутри мясо. Вернее, сыр. Сверху мясо. Очень вкусно. Рекомендую. Местные говорят, что Ичан-Кала – это как большой чат. Каждый дом – это сообщение. Минареты – важные уведомления. А стены – настройки конфиденциальности. Только тут никаких банов. Разве что сосед пригрозит косым взглядом. В общем, если приезжать в Хиву, то ее здесь не обойдешь за один день, особенно вот Ичан-Кала. Есть еще очень много других достопримечательностей красивых. И туристический бизнес, видите, как здесь очень хорошо процветает. Так что, если вы хотите увидеть старый-старый город Узбекистана, вообще один из старых городов, да? Посетите сначала Самарканд, потом по возрастающей в Бухару, ну и третья точка пусть это будет Хива. Потому что здесь ну, просто вот на каждый метр чувствуется сама история. Ичан-Кала – это, по сути, гигантский лабиринт. Стоит зайти через одни ворота, и ты уже теряешься в узких улочках, где каждый дом словно говорит: «Ты туда не ходи, сюда ходи». А ворот, между прочим, в городе 4, каждый со своей легендой. Одни говорят, оберегают от злых духов, другие – от соседей с плохими настроениями. Самое забавное, что некоторые улочки так хитро закручены, что даже местные порой теряются. Один дедушка рассказывал, что как-то вышел за лепешкой, а вернулся через 3 дня, но зато с новой легендой. Древний Wi-Fi. Есть еще одна фишка Ичан-Калы. Это невероятное чувство связи с прошлым. Говорят, если встать в центре города, закрыть глаза и прислушаться, то можно услышать, как купцы обсуждают цены на шелк, как мудрецы спорят о звездах. А какой-то мальчишка кричит: «Ай, а ну верни мою верблюжью шапку!»
Мезабоши. Ну и вот уже вечерняя Чанкала. Смотрите, вон минарет и луна. Да, торговля здесь не прекращается. Народ идет. Смотрите, какая красота. Здесь, честно говоря, подсветка зданий довольно-таки очень интересна. Она вот именно в желтых тонах подчеркивает именно фактуру кирпичей. Именно вот эту кладку, да? И вот этот желтый цвет, он действительно выигрышно смотрится. Честно говоря, вот в Самарканде мы там будем завтра, дай бог. Я вам покажу, что в Самарканде не очень. Там все разноцветное, как будто ты на какой-то дискотеке находишься. Да, а здесь смотрите, как все красиво сделано. Вот она, вечерняя Хива. Так что приезжайте в Хиву, гуляйте по Ичанкале, слушайте истории и не забудьте посмотреть на толстячка, который до сих пор ждет, когда его кто-нибудь достроит. Хотя, кажется, ему и так неплохо. Стены крепости. Там ворота, вход, да. Да, обязательно побывайте здесь, постарайтесь побывать, потому что, камера не передает, наверное, этого настроения, вот этого чувства, именно сохранившейся старины до наших дней. Да. Ну что, первый день подходит к концу. Да, мы очень хорошо, приятно провели время. Ну и выдвигаемся в Ташкент, а завтра утром в Самарканд. Ну и новый день, новые кадры, новые впечатления. Хотя в Самарканде мы были, то мы здесь первый раз. Ну тоже, думаю, будет интересно. Постараемся все заснять. Вот так вот выглядят ворота главные Ичанкалы. Да, это вот мы сегодня где-то в полдень зашли и только сейчас выходим. Вечерняя Хива. Музей под открытым небом. Смело приезжайте. Первая часть закончилась. Всем всего доброго. Пока-пока. До новых встреч. Рустам и Камила из Хивы. Да, до свидания, Ургенч. И мы пешочком с аэропорта. Буквально прямо у дверей, да, припарковался. Да, сядем сейчас в самолетик и полетим. Смотрите, какая луна.
Не знаю, видно вам, нет, да, пути. Самолеты только так вот улетают здесь. Мы смотрим, да, целый день. Вот эти полосы, да, от самолетов. По всей Хиве. Ну что, добрый путь. Пожелайте нам хорошо взлететь и мягко сесть. Хотя за Хавой Юлари я, честно говоря, очень спокоен.